На рассвете над пыльной деревней Кавала стоял золотой свет, но для 12-летней Мэйли он был холодным. В старом платье, босиком на полу хижины, она готовилась к свадьбе с 70-летним иностранцем, мистером Ричардом Холденом. 10 дней назад ее брат лежал при смерти, клиника отказала без денег. Их мать продала все, что могла, но этого не хватило. Тогда появился Холден, богатый инвестор из далекой страны. Он предложил цену, которая спасала жизнь мальчику. И в ту же ночь Мэйли согласилась. Свадьба была тихой. Женщины шептались, мужчины избегали взглядов. Ричард сказал только одно слово «да». В ту ночь он не прикоснулся к ней. Просто поставил миску супа и сказал: «Поешь, тебе нужно силы». Он обращался с ней как с кем-то хрупким. Приносил платья, чай, давал книги. Но Мэйли не понимала, зачем, почему он ничего не требует. Однажды, оставшись одна, она нашла за запертой дверью комнату, полную фотографий девочек, десятки лиц, имена, даты. На каждой рамке следы времени. Среди писем одно, написанное ей: «Мэйли, скоро ты поймешь. Надеюсь, успею увидеть твою улыбку». Она обернулась. В дверях стоял Ричард. «Я не хотел пугать тебя», — сказал он тихо. «Пора рассказать правду». Он рассказал, что 20 лет спасал девочек, которых продавали или заставляли выходить замуж. Иногда усыновлял, иногда просто выкупал, чтобы дать шанс на жизнь. Он узнал, что другого иностранца готовили купить Мэйли у ее семьи. Поэтому сделал это сам, чтобы защитить. «Я женился не ради себя, а ради тебя», — произнес он. Через несколько дней Ричарда не стало сердца. В его тумбочке лежало письмо. «Если ты читаешь это, значит, я ушел. Теперь живи своей жизнью. Все, что было моим, твое. Но самое важное, что я оставляю тебе — свобода». Мэйли впервые плакала не от страха, а от любви. После его смерти в деревне начались разговоры. Но когда прибыл адвокат, оказалось, что Мэйли — единственная наследница. Она использовала деньги не на себя, восстановила клинику, построила школу и создала реестр, запрещающий ранние браки. Девочки из соседних деревень начали приходить к ее дому, искать защиты. Мэйли принимала их всех. Однажды она нашла еще одно письмо от Ричарда, спрятанное в книге. «Если они придут за тобой, не бойся. Используй свой голос. Они не смогут убить свет, если он знает, кто он». Внутри был список, имена людей, причастных к торговле детьми. С этими доказательствами Мэйли начала борьбу. Через год мир узнал имя Мэйли Холден. К 14 годам она выступала в ООН, к 15 помогла изменить законы против детских браков в 3 странах. Когда она вернулась в Кавалу, девочки встречали ее смехом. «Вы теперь королева?» — спросила одна. Мэйли улыбнулась. «Королевы носят короны, а я ношу огонь». Вечером она зажгла свечу в библиотеке и прошептала в темноту: «Надеюсь, ты видишь меня». И ей показалось, что издалека шепнул знакомый голос: «Всегда видел».